Всем привет! Сегодня мы разбираем, наконец, пятую разминку, предлагавшуюся на канале Олимпиадная геометрия. Начнем с первой задачи. Первая задача была следующая, это довольно классическая задача, что на сторонах четырехугольника построены два равнобедренных прямоугольных треугольника вовнутрь, и они имеют общую вершину. Надо доказать, что если построить два равнобедренных прямоугольных треугольника на двух других сторонах внутрь, то они тоже будут иметь общую вершину. Ну, решение этой задачи такое, самое элементарное решение, по крайней мере, оно состоит в следующем, что означает вообще вот это условие, что можно построить два равнобедренных прямоугольных треугольника с общей вершиной на двух сторонах. Это означает, что если я рассмотрю, давайте обозначим, значит, эти точки А, Б, С, Д, эту точку обозначим P. Если я рассмотрю поворот с центром в точке P на 90 градусов, то при этом повороте точка B перейдет в точку А, и точка D перейдет в точку С. Вот эта точка переходит сюда поворотом 90 градусов, а это переходит сюда при повороте на 90 градусов. Ну и значит диагональ BD переходит в диагональ AC. И это означает, что BD перпендикулярно AC и BD равно AC. Вот. Ну и на самом деле оказывается, что это эквивалентное условие. Дело в том, что если у вас есть два перпендикулярных и равных отрезка, то, естественно, вы их можете совмещать поворотом на 90 градусов. Вы можете совместить так, чтобы значит, вот совместились такие два конца. Да. А можете совмещать поворотом так, чтобы совместились два вот таких конца. И это повороты с разными центрами. Вот здесь в одном случае, значит, мы совмещаем отрезок BD с отрезком AC, а в другом случае совмещаем отрезок AC с отрезком DB. Да, то есть он переходит не в AC, а в DB. Ну, давайте, что у нас есть два перпендикулярных отрезка, равных AC и BD. Значит, мы можем сделать поворот. Значит, рассмотрим точку Q. Q – это центр поворота. 90 градусов, который переводит А в D. Ну, вот, собственно, это вот эта точка. Да? Вот поворот на 90 градусов переводит точку А в точку D. Но поскольку отрезок DB перпендикулярен отрезку AC и равен ему, то этот поворот автоматически должен совмещать C с B. Ну и тогда мы получаем, что треугольник QBC будет тоже равнобедренный и прямоугольный. Значит, это решение с помощью поворотов. На самом деле это решение можно, конечно же, оформить и без поворотов с помощью равных треугольников. Опять же, если мы внимательно посмотрим на картинку, то мы легко увидим здесь два равных треугольника. Можем провести вот эти самые диагонали, которые из предыдущего решения равны и перпендикулярны, и установить это альтернативным способом. Просто увидеть, что в двух треугольниках есть равный угол, такой вот и вот такой вот. Значит, эти углы – это 90 плюс маленький уголочек. И стороны, которые заключают этот угол, это зеленая и синяя, и в том и в другом треугольнике. Это означает, что треугольнички вот такие вот, они равны. Ну и все их соответственные стороны перпендикулярны. Да? Угол между синими сторонами, он равен углу между зелеными сторонами, естественно, равен углу между оранжевыми сторонами 90 градусов. Так можно без поворотов установить, что у вас есть, что диагонали обязательно равны и перпендикулярны. Ну, а дальше мы знаем, что оранжевые отрезки равны и перпендикулярны, и красные отрезки равны и перпендикулярны. Это означает, что угол между красным и оранжевым отрезком, он такой же, как угол между другим красным и оранжевым отрезком. То есть, например, вот такой вот уголочек равен вот этому. Вот, да? Значит, если мы взяли две перпендикулярных прямых и еще вторую пару перпендикулярных прямых, то углы значит, между первой, второй будут одинаковые. Ну, а тогда мы видим, что треугольники у нас, вот вторые два, тоже равны по двум сторонам и углу, да, совершенно вот в этой точке уже теперь и сторонами на диагоналях. Вот, ну, значит, третьи стороны у них тоже равны и перпендикулярны. Ну, еще раз повторюсь, на самом деле это решение, оно просто
переговаривание из решения про поворот в терминах просто равных треугольников. То есть можно проследить, да, такую связь. Ну, есть еще одно решение, которое уже совсем не младшеклассное, но оно, конечно, позволяет и подумать о том, как эту задачу можно обобщить. Решение состоит в том, что если у вас есть такая вот точка P с углами по 90 градусов, да, то мы видим, что сумма углов, под которыми из точки P видны противоположные стороны, это 180 градусов. Значит, у этой точки есть диагонально сопряженная относительно четырехугольника. А если так, то мы можем рассмотреть эту диагонально сопряженную точку и увидеть, что как раз вот эти все уголочки по 45 градусов, они переедут вот в те уголочки, которые должны быть для точки Q, да, по 45 градусов. Ну и мы получим, что просто точка изогонально сопряженная вот этой, она и есть точка такая, что два других треугольника равнобедренные и прямоугольные. Но еще раз повторюсь, это уже не младшеклассное решение этой задачи, а старшеклассное, но оно зато позволяет на эту задачу посмотреть под новым углом. Так, ну что, едем дальше, переходим к задаче номер 2. Задача номер 2 прекрасная, мне сообщил ее Давид Бродский, и, конечно, она тоже имеет массу замечательных обобщений, но мне понравилось именно тем, что у нее очень изящная, простая формулировка с равносторонним треугольником, построенным на стороне равнобокой трапеции. Итак, у нас есть трапеция ABCD, и на боковой стороне АБ построили равносторонний треугольник, и третья вершина попала на сторону CD. Надо доказать, что тогда и наоборот. Если на CD построить равносторонний треугольник, то попадет на сторону АБ. Ну, такое решение, которое я первым придумал, было такое. Значит, ну давайте мы построим не равносторонний треугольник, но хотя бы равнобедренный. Да, вот возьмем просто серединный перпендикуляр к CD. Да, возьмем отрезок CD, отметим его середину и проведем серединный перпендикуляр. Он где-то пересечет сторону АБ. Ну и мы получим не равносторонний, но уж по крайней мере равнобедренный треугольник. Да? Значит, вот такие стороны будут равны. Значит, кроме того, мы можем также посмотреть и на третью вершину вот этого равностороннего треугольника. То есть мы взяли, вот здесь взяли серединку стороны АБ и провели серединный перпендикуляр. Вот он проходит сюда. Вот. Ну а дальше можно сделать несколько замечательных наблюдений. Да? Например, можно заметить, что вот такие 4 точки лежат на одной окружности. Раз, два, три, 4. Да? Потому что два прямых угла здесь есть. Вот. А при этом средняя линия параллельна стороне BC. Вот. Это на самом деле означает, что и вот такие 4 точки тоже лежат на одной окружности. Ну, те, кто знает словосочетание лемма Фусса, могут говорить, что это по линии Фусса или по обратной лемме Фусса. Те, кто знает словосочетание антипараллельность, могут пользоваться здесь антипараллельностью. Ну, а те, кто не знают, ни того, ни другого, могут воспользоваться просто счетом углов. Да? Вот если я проведу такой отрезок, то я смогу, пользуясь вписанностью, нарисовать равные уголочки вот такие. Ну и, пользуясь параллельностью, перетащить этот уголочек вот сюда и увидеть, что вот в четырехугольнике таком тоже внутренний угол равен противоположному внешнему. И поэтому есть вписанность. Вот. Ну, а дальше как бы все. Мы получили тогда, что из вписанности вот этот угол равен вот этому углу. Да, и они по 60 градусов. Вот, значит, вот этот треугольник тоже получился равносторонним. То есть не просто равнобедренным, а равнобедренным с углом 60 градусов. Ну, из этого решения на самом деле видно, что просто когда вы проводите вот эти перпендикуляры, то есть понятно, что здесь почти ничего не используется, будет много вписанностей, и в действительности окажется, что треугольник, построенный на одной стороне, подобен треугольнику, построенному на другой стороне. То есть с этой стороны будут равны такие уголочки, а с другой стороны будут равны вот такие уголочки. Вот. Значит, это одно решение этой задачи. Еще одно решение этой задачи, ну, в целом тоже переговаривание того же самого, но немножко, может быть, более изящно выглядящее. Значит, это решение мне как раз Давид Бродский рассказал. Значит, ему, соответственно, рассказал один из учеников, которому предлагал эту задачу. Значит, предложение такое. Давайте мы
проведем окружность просто сразу через точку B, через точку C и через точку вот эту вот, да, через вершину. Ну, вот пусть она пересечет сторону АБ в какой-то точке. Значит, я буду доказывать, что это и есть такая точка, что треугольник равносторонний. Вот я проведу такую окружность. Вот. Если я провел такую окружность, то я сразу же увидел, что вот такие уголочки равны. Вот. А дальше по той же лемме Фуса, опять же, или про антипараллельность, или просто про отмечание уголочков равных. Вот если я проведу вот этот отрезок, то я могу увидеть, что? Могу увидеть, что вот такой вот уголочек равен противоположному внешнему здесь, равен вот сюда. Да? И получаем, что такой четырехугольничек тоже вписанный. Раз такой четырехугольничек тоже вписанный, то и вот эти углы тоже равны. Вот. Ну и получили, опять же, значит, для равностороннего треугольника. Получили, что автоматически такой вот треугольничек будет равносторонним. Если треугольник был не равносторонний, то мы видим, что просто, опять же, будут пары равных углов всегда. И получаем, что утверждение верно для любого треугольничка, да, с условием, что на другой стороне получится подобный. Вот. Но мне кажется, что это замечательная задача на счет углов, и она очень-очень хорошо годится для тех, кто только учится считать уголочки, вписанным углам, ну и всему такому. Так, ну и переходим к задаче номер 3. Задача номер 3, ну, на мой взгляд, довольно замечательная. Тут здесь есть что поисследовать в этой задаче, есть, в принципе, о чем можно было бы поговорить. Давайте разберемся. Давайте разберемся сначала с пунктом А про окружность Тейлора. Значит, требуется доказать, что если вы из двух оснований высот опустили перпендикулярно стороны, то вот такие 4 точки лежат на одной окружности. Это можно сделать абсолютно разными способами, но мне нравится идея, что можно доказывать, что 6 точек лежит на одной окружности, и это получается довольно изящно можно сделать. Значит, все эти 6 точек – это основания перпендикуляров, опущенных из основания высоты на стороны треугольника. Значит, я переделаю эту задачу про 6 точек в немножечко другую. То есть я буду рассматривать не такую четверку, как я вот здесь отметил, а четверку точек, лежащую именно на сторонах, скажем, АБ и АС. И буду доказывать, что эти точки лежат на одной окружности. Значит, для этого я сделаю вот что. Значит, давайте посмотрим сначала такое утверждение. Значит, вот если у нас был треугольник, в нем проведена высота, и опустили перпендикуляры вот так, раз и два, то, ну, скажем, вот такие 4 точки лежат на одной окружности. Значит, почему это так? Ну, можно это доказывать либо счетом углов, либо счетом отрезков. Значит, счет углов здесь такой. Значит, ну вот я могу провести такую прямую и увидеть, что вот такие уголочки равны. Ну и дальше в прямоугольном треугольнике проведена высота, значит, и здесь вот такой вот уголочек. Ну, опять же, видим четырехугольник, у которого противоположные углы, внутренние и внешние, совпадают. Вот. Счет отрезков такой. Можно доказывать, что произведение отрезков на этой стороне – это есть просто квадрат вот этого катета. Но, опять же, это можно делать либо из подобных треугольников, либо из касания окружности. То есть, вот окружность вот эта с диаметром, построенным на высоте, она касается стороны. И исходя из этого делать какие-то, значит, вычисления. Значит, да, ну и с другой стороны произведение отрезков будет тоже равно квадрату высоты. Нужно не окружность только на высоте построенную рассматривать, а вот такие вот окружности, построенные как на диаметрах вот на этих штучках, да. Вот, тогда вы получите, что квадрат высоты – это степень вершины относительно обеих окружностей. Ну, значит, здесь произведения равны, и 4 точки лежат на одной окружности. Вот, все это означает, что вот в этой картинке, еще раз, вот если я соединяю два таких основания перпендикуляра, то вот этот уголочек, он равен углу треугольника. И вот такой уголочек равен вот этому углу треугольника. То есть вот эта прямая, она на самом деле параллельна прямой, соединяющей основания высот, или параллельно
биссектрисы внешнего угла, да, антипараллельно основанию треугольника относительно угла треугольника. Вот, значит, вторая пара точек, которую я хотел рассмотреть, она такая. Значит, я беру основание высот и опускаю из них перпендикуляры. Вот. Но вот опять же, да, вот я могу сказать, что вот эта прямая антипараллельно прямой из оснований высот. Да, вот я могу отметить уголочки для списанности. А здесь мы провели еще раз такую же процедуру, поэтому теперь уже получили параллельную прямую. То есть вот этот уголочек перекинулся сюда. Параллельно основанию прямая. Ну вот так получается, что вот эта антипараллельная прямая образует угол вот такой вот с одной стороны, а это параллельная прямая основание образует такой же угол с другой стороны. Ну, значит, 4 точки, вот такая точка, такая, давайте другим цветом каким-нибудь. Вот такая точка, такая точка, такая точка и вот такая точка обязательно лежат на одной окружности. Вот. Ну и мы получили про 6 точек на сторонах такое утверждение. Значит, у нас есть 6 точек на сторонах, это проекция оснований высот на другие стороны. И мы, понятно, получили сейчас вот про такую четверку точек, что они лежат на одной окружности. Аналогично можем получить про 2 других четверки точек. Но из этого автоматически следует, что все 6 точек лежат на одной окружности. Потому что если бы они не лежали на одной окружности, то мы получили бы 3 окружности, которые пересекаются по парам точек. Такой паре и такой паре. Вот. Но такого не может быть, потому что тогда 3 стороны – это 3 радикальных оси этих окружностей. Так не бывает. Вот. Ну, в результате мы заключаем, что 6 вот этих перпендикуляров лежат на одной окружности, которая называется окружностью Тейлора треугольника. Это довольно замечательная окружность. Ну вот, один из замечательных фактов про нее то, что центр этой окружности является радикальным центром, на самом деле, 3 окружностей с вершинами в точках А, Б и С и радиусами равными высотам. Значит, как проще всего это проверить? На мой взгляд, проще всего это проверить следующим образом. Ну, первое наблюдение, что, конечно же, поскольку линия центров этих окружностей – это прямая BC, то общая хорда, она точно перпендикулярна BC. Да, и поэтому нам нужно было бы просто на перпендикуляре через вот эту точку проходящим, через центр окружности, найти точку с одинаковыми степенями. То есть не обязательно про эту точку доказывать, а можно про любую точку на прямой перпендикулярной BC, проходящей через центр. Ну и самая, может быть, подходящая для этого точка – это середина отрезка SR. Ну так, на первый взгляд, по крайней мере. Да, вот мы можем взять, провести, значит, центр лежит на серединном перпендикуляре к SR. Вот, и можно было бы проверять, что степень вот у этой точки одинаковая степень относительно синей и красной окружности. Но на самом деле, если мы продлим до пересечения с FE эту прямую, то мы получим здесь серединку отрезка FE. И можно проверять про серединку отрезка FE, что у нее одинаковые степени относительно синей и красной окружности. Вот. И это на самом деле можно делать довольно изящным способом. Дело в том, что если я рассмотрю, давайте вот эта окружность будет омега-1, а это будет омега-2. Если я рассмотрю функцию степень точки x относительно омега-1 минус степень точки x относительно омега-2, то окажется, что это есть линейная функция на плоскости. Если я хочу проверить, что у меня в какой-то точке значение 0, то мне достаточно проверить, что значения в двух точках f и e имеют противоположные знаки. То есть я бы хотел проверить, что просто f от e плюс f от f равно нулю. Вот. Ну, потому что на самом деле в точке вот этой середине fe значение будет равно ровно полусумме значений в точках f и e. Но если я посчитаю значение в точке e, то это что такое будет? Значит, точка e лежит на красной окружности, поэтому первое слагаемое просто 0. А второе слагаемое, ну, я просто могу посчитать честно относительно синей окружности. Это расстояние до центра, квадрат расстояния, EC в квадрате, минус квадрат радиуса CF в квадрате. Вот. Но аналогично f от f я могу посчитать. Значит, здесь наоборот. Степень точки относительно омега-1 будет не нулевая. Это квадрат расстояния до центра bf в квадрате. Минус квадрат
радиуса. Квадрат радиуса – это BE в квадрате. Вот. Ну, а второе слагаемое, у которого читается степень, она здесь как раз нулевая. То есть здесь будет минус 0. Но я хотел бы проверить, что сумма здесь получится нулевая. Ну, то есть я бы хотел проверить, чтобы f... Так, здесь BE в квадрате радиус. Да? Чтобы f в квадрате минус BE в квадрате минус EC в квадрате плюс CF в квадрате равно нулю. Но это так, потому что BF плюс CF в квадрате – это BC в квадрате, и BE в квадрате плюс EC в квадрате – это тоже BC в квадрате, потому что E и F – это основание высот. Итак, мы получили, что середина отрезка FE лежит точно на радикальной оси этих двух окружностей. Радикальная ось перпендикулярна линии центров. Значит, мы получаем, что это прямая, которая есть середина перпендикулярна к отрезку SR. Она, конечно, должна проходить и через центр зеленой окружности. И решение задачи на этом закончено.